Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас есть узорчики с такими ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете свои ниточки, какие у вас есть. Все узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите любой пряжей. Ну а я в свою очередь рассказываю о тех ниточках, которые буду сегодня показывать в образце. Итак, в первую очередь ниточки Alize Шекерим Baby Batik. Видите, такое секционного окрашивания. Итак, это у нас, смотрите, стопроцентный акрил. Так. Крючок нам советуют брать от двоечки до четверочки в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика и от эффекта, который вы хотите сделать. Итак, в 100 граммах здесь находится 320 метров. Так, и цвет ниточек 4400. Видите, да? Итак, второй моточек. Это тоже акрил. Yarn Art Baby ниточки называется. Вот он, стопроцентный акрил. Здесь в моточке в 50 граммах 150 метров. То есть практически одинаковая толщина. Ну и здесь, получается, производители нам советуют. Говорят, берите крючок. Вот, смотрите, 3,5 миллиметра. Мы берем крючок 3,5 миллиметра. Я вот беру, да, но необычный крючок. Смотрите, какой он у меня длинный. Называется это тунисский крючок. Вот нумерация его 3,5 миллиметра. Видите? И будем вязать сегодня данным крючком. Вы, в свою очередь, читаете аннотацию к своей пряже и подбираете толщину. Получается, в зависимости от толщины пряжи, подбираете толщину своего крючка. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Я, получается, наберу, ну, допустим, 10 раппортов, да, и еще дополнительно наберу по 2 петельки с каждой стороны, это плюс 4, ну, чтобы как бы как кромочные. Получается, наберу я 34 воздушные петельки, а вы набираете сколько вам удобно. Не забывайте, что тунисский крючок мы держим как спицу, да, иначе нам просто будет неудобно. Вот, а все остальное, как всегда. Для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Так. А теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Вот у меня получается на крючке петелька. Так. Я отсчитываю, получается, петельку от крючка. Первая, вторая. Во вторую петельку я ныряю, вытягиваю ниточку, держу на крючке. В следующую петельку точно так же ныряю, вытягиваю ниточку, держу на крючке. И вот так вот я иду, шагаю по всей цепочке, так, и набираю петельки на крючок. Петелек на крючке должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 34 воздушные петельки, значит, у меня на крючке должны получиться 34 петельки. Понятно? И вот так вот вы шагаете до конца ряда, набираете петельки все на крючок. В конце ряда я вас встречаю, показываю, как провязываем. Договорились? Несложно? Несложно. Давайте, набирайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали петельки, получается, полностью все от нашей цепочки на крючок. Теперь будем возвращаться к началу ряда и провязывать данный ряд. Будьте внимательны, берете, как вам удобно, крючок, можете ближе, можете дальше. Для начала, смотрите, что мы делаем. Захватываем ниточку, провязываем одну петельку. Одну. Оп. Далее, смотрите, захватываем ниточку, будем провязывать, получается, вот эту петельку, которая на крючке, и следующую, то есть 2 петельки, видите? Раз, два. Теперь смотрите, воздушную петельку сделали раз. И теперь, получается, провязываем вот эту петельку, которую только что провязали, и следующие 3. Поняли? 3. Итак, взяли ниточку и протягиваем. Получается по итогу как бы 4 петельки, да? Раз, два, три, 4. Поняли, да? Далее опять воздушная петелька и провязываем. Вот петельку, которую мы только что провязали, и 3 следующие. Угу. Беритесь, как вам удобнее, и провязывайте.
Итак, первая, вторая, третья и четвертая. Угу. Угу. Дальше идем. Опять воздушная петелька. И провязываем вот эту петельку, которую только что сделали, и следующие опять 3. Понятно? И вот так шагаем до конца ряда. Воздушная петелька и следующие 3. Раз, и все вместе провязали. Аккуратненько, не торопясь, монотонно. Берите крючок, как вам удобно. То есть поначалу всегда вяжется чуть медленнее, а потом будет нормальная скорость. И получается, видите, вот такие как лапки, по 3 штучки вместе. Все, давайте до начала ряда провяжем самостоятельно, да? А в начале ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот такая картина получается. Вот такие вот лапки, да, назовем их так. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается, я провязала 3 петельки, так, вместе. И опять делаю воздушную петельку. Следующий, получается, смотрите, я провязываю вот эту петельку, да, которая у меня вот только что провязана, и следующую, и все. И на этом я останавливаюсь. Понятно? Здесь я буду переключаться на новую ниточку. Вы можете переключаться, можете не переключаться, но мне кажется, в контрасте узорчик будет интереснее. Итак, допустим, я беру белую ниточку. Для начала я сделаю так вот петельку фиксации, чтобы у меня ниточка не распустилась, никуда не убежала. Вот таким вот образом. И вот эту петельку беленькую я протягиваю через 2 последние петельки оранжевые. Понятно? Все. Вот. Я переключила свое вязание, получается, на белую ниточку. Теперь я буду вязать белой ниточкой. Итак, для начала вот стоит наш один-одинешенек, да, такой вот столбик, капелька такая. Мы беремся за переднюю стенку, вот так вот, вытягиваем ниточку и шагаем дальше. Дальше у нас такая вот арочка из воздушной петельки, да, вот она, арочка. Мы ныряем как бы насквозь, да, и захватываем ниточку, вот так вот вытягиваем, и ее провязываем как воздушную петельку один раз. Все. Идем дальше. Дальше у нас идет как бы такая вот лапка, 3 наши капельки. Мы беремся за передние стенки всех 3 капелек сразу же, вот таким образом. Берем белую ниточку и вытягиваем. Оп, все. Следующий получается у нас арочка. Помните, воздушная петелька? Нырнули в арочку первый раз и провязали воздушной петелькой. Раз. И нырнули в арочку второй раз и провязали воздушной петелькой вот так вот. Понятно? 2 раза. Дальше опять идет лапка. Хватаемся за передние стенки нашей лапки и вытягиваем, просто вытягиваем, не провязывая, просто вытягиваем петельку. А в арочку будем точно так же. Вытянули ниточку и ее же петельку провязали воздушной петелькой. Раз. Опять нырнули насквозь, вытянули ниточку и провязали петельку 2. Понятно? Лапка опять схватились, получается, за передние стеночки и просто вытянули ниточку. А в арочку ныряем 2 раза и провязываем каждую петельку. Раз. Второй раз нырнули, провязали 2. Понятно? И так вот вы шагаете до конца ряда. Угу. Не сложно? Вот такая картина должна получаться. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, покажу, как заканчиваем ряд. Ну, не сложно, согласитесь. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая картина получается. Провязали практически до конца ряда. Так. Далее, как мы заканчиваем наш ряд? Вот, взяли, получается, за переднюю стенку вот эти вот наши 3 капельки, да, лапку, вытянули ниточку. А дальше, смотрите, нырнули в арочку, вытянули ниточку и провязали одну петельку. В данном случае 1 петелька. Далее, вот наша одинокая, получается, капелька стоит. Берем ее за переднюю стенку, вытягиваем ниточку. Вот так мы заканчиваем ряд. И последняя, получается, у нас петелька. Насквозь вот так вот нырнули. Вытянули ниточку. Наш ряд закончен. Понятно? Вот такая вот особенность. Далее возвращаемся опять на начало нашего ряда. Точно так же, как мы провязывали в самом первом ряду. Вначале мы делаем 1 петельку, провязываем. Далее мы провязываем 2 петельки. Так. А потом, смотрите, будем провязывать, получается, петелька, которую мы только что сделали, и 3 следующие. Поняли? Итак, 3 следующие провязываем. Итого получается 4. Раз, 2, 3, 4. Поняли, да? Воздушная петелька. Опять будем провязывать эту петельку и следующие 3. Понятно? Опять захватили ниточку и раз, 2, 3,
4. Беретесь поудобнее. Чаще всего берутся вот так вот сзади, и так будет удобно. Воздушная петелька. И опять провязываем первую петельку и последующие 3, которые у нас как лапку формируют. Воздушная. И опля, провязали. Воздушная. И опять точно так же. Петелька, которая сформировалась, и последующие 3 петельки, которые у нас стоят непосредственно в нашем ряду. По итогу вот такая картина получается. Как вам? Да? Что-то начинает потихонечку вырисовываться. Все, давайте самостоятельно до начала ряда, и в начале ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически, да, весь наш ряд. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, вот мы провязали нашу лапку, да, 3 петельки, воздушная петелька. Далее мы провязываем 2 петельки и переключаемся, в моем случае оранжевая ниточка. То есть я просто переключаюсь и провязываю 2 последние петельки оранжевой ниточкой. Оп, все. Далее смотрите, вот моя одинокая капелька стоит, я нырнула за переднюю стенку, взяла ее, так. Следующая арочка у меня будет состоять из одной петельки, я ее вот так вот провяжу. Далее опять захватываю вот таким же образом лапку, вытягиваю ниточку, а следующая арочка уже будет по 2 петельки. Раз, провязала, 2 провязала, и опять за переднюю стенку захватила 3 капельки. Оп, опять раз провязала, 2 провязала, и опять 3 петельки захватываю вместе. Так вот. Оп. Поняли, да? И вот так опять набираю петельки на крючок. Вот такая вот получается картина. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда опять встречаемся. Так, смотрите, вот я практически до конца ряда дошла, набрала петельки на крючок. И повторюсь, как мы заканчиваем опять наш ряд. Вот я взяла, получается, за передние 3 стеночки, да, за лапку ниточку вытащила. Далее после лапки я ныряю насквозь, вытягиваю ниточку и провязываю 1 раз. То есть здесь у меня не 2 петельки, всего лишь только 1. Далее за переднюю стенку одиноко стоящего, скажем, столбика я берусь, вытягиваю ниточку. И самая последняя петелька, вот так вот я насквозь, получается, ныряю, вот таким образом, и вытягиваю ниточку. Все, мой ряд закончен. То есть сами себя контролируйте. 3, 4, 5 петельки, значит, ну, в моем случае, да, значит, все правильно. Далее, как мы возвращаемся обратно? Точно так же. 1 петелька, так, потом 2 петельки провязываем. А потом точно так же 3 петельки и 1 воздушная, да? Итак, первая, которая на крючке, и последующие 3 петельки. Формируем опять лапку. Оп, воздушная петелька, и опять петелька, которую провязали, и последующие 3. Оп, угу. Воздушная петелька, и опять последующие 3. Оп, понятно? Все. И вот таким вот образом шагаете до конца ряда. Понятно? То есть все то же самое повторяете. Давайте вернемся сюда, вернее, к началу ряда. И я вас здесь встречу, переключимся опять на новую ниточку. Так, помните, да, как мы заканчиваем наш ряд? Получается, мы провязываем 2 петельки и все, стоп. Остальные 2 петельки последние мы провязываем новым цветом, новой ниточкой. Вы можете, конечно, брать уже 3-й цвет, да, там может быть уже 4-й цвет. Я буду возвращаться к беленькой ниточке. Итак, последние 2 петельки провязываю беленькой ниточкой. Далее у меня одиноко стоящий столбик, да, берусь за переднюю петельку, вытягиваю ниточку. Далее ныряю в арочку и провязываю всего лишь только 1 петельку. А далее опять 3, получается, передних стеночки, вытащила ниточку. Следующие арочки у меня будут по 2 петельки провязываться. Понятно? Все, то есть у вас идет повторение. Вы уже поняли, как переключаться. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень-очень интересно и красиво. Договорились? Все понятно? Если что, немножко перематывайте назад, повторяйте. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, как произошел переход цвета. Оранжевый, желтенький, зеленый, потом пойдет голубой и так далее, и так далее. Будет здорово и интересно. Вяжется очень быстро, очень просто. На контрасте с белым цветом, мне кажется, вообще смотрится шикарно. Но в любом случае вы пробуйте вязать из одной ниточки, из меланжевой ниточки, из секционной пряжи. Вяжите с разными цветами. То есть на ваше усмотрение, вы большие дизайнеры, не ограничивайте себя. В моем случае вообще не тянется. Видите, вот так вот.
Вот таким вот образом тянется, ну, совсем чуть-чуть. Так. Ну, конечно, в зависимости от пряжи такое изделие может быть. То есть в моем случае это может быть шарфик, это может быть жилеточка, это может быть кардиганчик, кофточка, да, ну, такие вот дырочки небольшие. Вот. Опять же, если это летние ниточки, то это может быть топики, маечки. Угу. Такой зигзаг интересный. Опять же, дырочки дышит, так скажем, да. Вот. Если это зимний вариант, то почему бы и не снуд, например, да, представляете, толстая такая пряжа. Опять же, вы можете вязать и те же самые кардиганы, и жилетки, и кофточки, почему бы нет. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Пишите комментарии, что вязали. Если не вязали, рассказывайте, подбрасывайте идейки, что можно связать. Девчата читают, и кому-то ваш комментарий понравится. Давайте замерим красоту. Я, получается, набирала 34 воздушные петельки. Так. Если, допустим, да, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то в моем случае это получается 14,5 сантиметров. И тут получается каждый ряд, да, у нас получается, ну, каждый цвет это ряд, тунисский ряд, да, то есть получается туда и обратно. В нашем случае как бы всегда 2 ряда, но в данном случае тунисский ряд. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядочков. Так, и это получается 13 сантиметров. То есть, ну, конечно, каждый ряд не сантиметр, чуть поменьше. Вот. Как вам? Да? Скажите, в копилочку ваших узорчиков какая-то идея интересная придет, и вы ее воплотите вот таким вот образом. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новинках. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Так, смотрите и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.